Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. В этом видео мы будем создавать текстильные открытки из интересных лоскутных аппликаций на швейной машинке. Авторские открытки ручной работы никого не оставляют равнодушными и станут оригинальным и запоминающимся, а возможно и романтичным дополнением к подарку. Технология очень простая и доступная, с огромным простором для полета творческой мысли. Начнем с выбора плотной ткани для основы. Ткань должна быть без рисунка, нейтрального цвета, так как это будет фоном рисунка аппликации. Вырезаем из ткани лоскуток нужного размера. У нас это кусочек 20 см в длину и 14 в ширину. Потом делаем эскиз. Предварительный набросок, фиксирующий замысел и расположение основных элементов будущей открытки. Набросок можно нарисовать самим или скопировать готовый, например, из интернета. Мы нарисовали 4 варианта будущих открыток. После того, как нарисовали эскиз на бумаге, перенесем изображение замысла на ткань. Я просто беру и перерисовываю набросок на основу швейным мелком. Имея контуры изображения на ткани, мне будет очень легко подбирать, вырезать по размеру, раскладывать лоскутки и прокладывать строчки по готовому рисунку. Перенесли эскиз на тканевую основу. Теперь подбираем ткани по цвету и вырезаем в размер. Вырезаем небольшие элементы для нашей композиции маленькими ножницами. Для меня, например, самый сложный этап в такой работе – это подобрать лоскутки ткани, гармонирующие по цвету и фактуре. Поэтому попробую вырезать и разложить 2 или 3 варианта расцветки. Раскладываем цветочек в 2 вариантах цвета. Так, легче не стало. Серенькие лепестки в белый горошек вроде бы лучше, но бледно-розовый тоже хорош. Не будем мудрить, сделаем оба варианта. Теперь соберем аппликацию. Берем клеевой карандаш и прихватываем лоскутки на клей. Мы используем цветной карандаш. Его лучше видно, когда наносишь на ткань. Он хорошо держит даже небольшие лоскутки и не оставляет следов после стирки. Подклеили лоскутки к основе. Получилось 2 вот таких цветочка. Значит, будем шить 2 почти одинаковых открытки. Думаю, для съемки ролика так будет даже лучше. Чтобы во время шитья не отвлекаться, сразу прорисуем терморучкой разные элементы аппликаций, которые нужно будет прошить. По поводу того, что чернила могут проглядывать из-под рисунка, можно не беспокоиться, так как следы чернил исчезнут после того, как мы проутюжим аппликацию. Вначале прошиваем лепестки свободно ходовой стежкой. Прокладываем строчку примерно в 3-4 мм от края. Шьем контрастными нитками, непрерывной строчкой. Строчку в одном и том же месте прокладываем 2-3 раза. Так рисунок будет смотреться лучше. И даже если рука где-нибудь дрогнет, 2-я и 3-я строчки огрехи неровной линии скомпенсируют. Я небольшой специалист в работе с художественной стежкой, поэтому иногда, чтобы строчка была ровнее, останавливаюсь и разворачиваю ткань в удобную для работы сторону. Пришили лепестки, пришиваем серединку. Здесь лучше, если строчка будет пожирнее. Так легче расставлять акценты в композиции. Прошили цветок свободно ходовой стежкой. Точно так же прошиваем отдельно лежащий лепесток. Шьем, отступая от края лоскутка. Если прошить ближе, чем 2 мм, край ткани
начнет распускаться. Прошили лепесток. Теперь еще раз прорисовываем стебелек, так как контуры, нарисованные мелом, потеряли свою четкость. А нам четкость рисунка сейчас будет очень важна. Прорисовали стебелек. Теперь будем шить прямой строчкой. Для этого меняем лапку для шитья на лапку с открытым мысом. Это, пожалуй, самая удобная лапка для такого вида работы. Видны любые движения материала, ниток и иголки. Прошили стебелек и проутюжили аппликацию. Теперь пройдемся прямой строчкой по краю, чтобы получилась рамка. Отступаем от края 5-7 мм, то есть на ширину лапки для пэтчворка. И прокладываем прямую строчку крупными стежками, контрастными нитками. Если ткань, которую вы используете для основы, недостаточно плотная и шитье ее деформирует, можно под основу подложить еще небольшой лоскуток. Все, наша работа практически готова. Теперь нужно выбрать подходящую бумагу и собрать открытку. Мы используем бумагу для пастелей. Лоскуток с открыткой можно просто приклеить к бумаге. Я люблю, чтобы все было надежно, поэтому предпочитаю вначале приклеить, а потом пришить. Машинка очень хорошо прошивает бумагу, которую мы используем. Мы показали интересную идею, а дальше все зависит от вашей фантазии и желания. На просторах интернета мы видели огромное количество замечательных, интересных текстильных открыток, украшенных пуговицами, кружевом, бижутерией в разных техниках и стилях. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите нам. Будем творить вместе. Всего вам доброго. До свидания.